Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Быстрое лечение герпеса на губах. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Быстрое лечение герпеса на губах возможно, если терапия начата как можно раньше. Существует немало средств народной медицины и лекарств, которые достаточно эффективны, и если их применять, когда только ощущается зуд и покалывание, но еще не появились характерные признаки, то высыпания могут и не выскочить. Средства для борьбы лечения герпеса в домашних условиях. Существует немало средств, которые помогают при обострении герпес-инфекции. Многие из них доступны и безопасны. Если человек заразился вирусом герпеса, то он постоянно живет в организме и при создании неблагоприятных условий обостряется. Одна из причин рецидива – ослабление иммунитета. Поэтому при появлении признаков заболевания рекомендуется принимать иммуностимуляторы. Повышает защитные силы организма сок столетника. Им рекомендуется смазывать пораженные участки и принимать внутрь по 1 чайной ложке за 15 минут до еды трижды в сутки. Пить его рекомендуется в течение 7 дней. Сок алоэ ускоряет выздоровление, сокращает частоту рецидивов. Но нужно помнить, что его нельзя пить женщинам в положении, пациентам, страдающим варикозом, геморроем, нарушением функции почек. Повышает иммунитет и ускоряет выздоровление эхиноцея. В аптеке можно купить спиртовую настойку или траву, из которой готовят водный настой или отвар. Растение обладает возбуждающим действием, поэтому средства с ним не рекомендуется принимать позже 6 часов вечера. Пить его нужно 2-4 недели. Эхиноцея противопоказана беременным и кормящим пациенткам, лицам, страдающим множественным склерозом, лейкозом, туберкулезом, атеросклерозом, ревматоидным артритом, узелковым полиартритом, системной склеродермией, красной волчанкой. Ее нельзя людям с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Быстро избавиться от герпетических пузырьков поможет 3% перекись водорода. Ей нужно обрабатывать патологические очаги дважды в сутки, пока не исчезнут видимые признаки инфекции. Средство подходит для лечения полового герпеса. Избавляет от признаков болезни и ускоряет заживление поврежденных тканей настои арники или баранника. Для его приготовления 1 столовую ложку цветков заварить стаканом кипятка и оставить настаиваться. По прошествии 2 часов жидкость профильтровать и смазывать ей высыпания каждые 2 часа. Быстро исчезают признаки инфекции, если протирать больной участок соком осины трижды в день. Для его приготовления пропустить листья дерева через мясорубку и отжать их через марлю. Поможет справиться с герпесом куриный или перепелиный белок, который надо взбивать в пену и полученной массой смазывать очаги поражения несколько раз в сутки. Безопасное средство от герпеса, которое разрешено детям и беременным, разумеется, если у них нет аллергии на него, облепиховое масло, которым смазывать высыпания до 7 раз в день. Оно ускоряет регенерацию поврежденных тканей. Купить облепиховое масло можно в аптеке или приготовить дома самостоятельно. Для этого промыть ягоды облепихи, выжать из них сок, перелить его в посуду с широким горлышком и оставить на сутки в шкафу при комнатной температуре. По окончании времени снять ложкой маслянистую пленку. Перелить полученное масло в посуду из темного стекла, плотно укупорить и поставить в холодильник. Перед тем, как пользоваться им, нужно подержать его при комнатной температуре. Антисептическим, противовирусным и антибактериальным действием обладает масло чайного дерева. Но наносить его на кожу и слизистые оболочки нельзя в чистом виде, иначе оно может вызвать ожог. Помогают справиться с герпесом таблетки валидола.
Одну таблетку нужно растолочь и присыпать ей больную зону. Вторую таблетку рекомендуется принять сублингвально, то есть рассосать под языком. Делать так с утра и перед сном. Лекарство противопоказано при аллергии на него. Оно может стать причиной тошноты, головокружения и слезотечения при приеме внутрь. Хорошо помогает при герпесе сок чеснока, но нужно, чтобы он попал прямо на пузырьки. Если ощущается покалывание, то средство сразу смывать нельзя, а надо подождать некоторое время. Обрабатывать пораженные участки до 4 раз в сутки. Многие народные средства могут стать причиной аллергии, поэтому, если после их нанесения ощущается сильное жжение, то, возможно, они не подходят и нужно подыскать что-то другое. Лечение зубной пастой. Применять пасту нужно, пока еще не появились видимые признаки инфекции, а ощущается только зуд и жжение. В этом случае ее использование позволяет избежать появления высыпаний. Но даже если они появились, то нужно продолжать мазать воспаленную зону. Зубная паста в этом случае ускоряет подсыхание и заживление пузырьков, купирует зуд и боль. Способ ее применения прост. Наносить ее надо на область поражения несколько раз в сутки. Одни советуют использовать гелевую зубную пасту, другие говорят, что она бесполезна и помогает только мятная. Не рекомендуется выбирать средства с отбеливающим эффектом. Можно пользоваться пастами с травами, которые ускоряют заживление, такими как шалфей, ромашка. Способы, помогающие быстро избавиться от пузырьков. Если пузырьки уже появились, то избавиться от них можно следующими способами. Смешать кукурузный крахмал с небольшим количеством воды. Полученную смесь нанести на очаг инфекции и оставить до полного подсыхания. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.